Тум-тум. Сегодня странная штука. Деревня или царство сушки. В перспективе. Вот странный мир, да. Крыша едет не спеша, тихо шифером, шурша. И бот для того, чтобы гонять аксонометрию, перспективу и прочие штуки. Я кладу сушку и рисую вокруг нее этот сушичий... Как это звучит? Мир. Зовут Эдуард Кичигин, и я опять делаю странные штуки. Обычно я сначала рассказываю про инструменты, которые я использую в своем стиле скетчинга, но в этот раз, видимо, будет сушка. Сушка, да. И вокруг сушки я буду описывать вот этот вот мир, трехмерный мир, который я рисую. И это будет мир сушки. Это странно, да. Но в какой-то мере это мой типичный подход — искать элементы удовольствия в ежедневных тренировках, в ежедневной работе, в том, что наполняет мой каждый день. Я думаю, нужно принести туда немножко безумия, и сушка — это мое сегодняшнее безумие. Возможно, завтра это будет кофе. Скорее всего, даже это будет чашка с кофе. Или, может быть, конфета. Или, может быть, я не знаю что. Я думаю, я принесу эту историю материальную в мою историю полувиртуальную, полутрехмерную, и это будет мне такой морковкой, за которой бежит мой ослик тренировок. Я немножко подумал перед тем, как начать мне использовать там чашку кофе или сушку, или печеньку. Это был сложный выбор. Почему перешло в... Весы переклонились в сторону сушки, я не знаю. Но напишите в комментах, что выбрали бы вы. Мне кажется, сушка, как такой натуральный и простой продукт, позволяет мне больше удерживать связь с реальностью, не отрываться от нее, не уходить полностью в какое-то сумасшествие. И радостно отрабатывать перспективу. Ну, в общем, вот, про материалы. Это сушка А и какой-то линер. Я не помню какой, но он интересный, он двухсторонний. Одна сторона более тонкое перо, другая сторона более толстое перо. И, соответственно, можно подчеркивать тени, можно рисовать более тонко, а потом приносить жирные интенсивные тени. И это довольно удобно. И, собственно, больше ничего не вот. И еще это мой скетчбук. Это скетчбук Winsor и Newton. Но, в принципе, может быть и любой скетчбук. Это может быть и любая бумага, даже тетрадь в клеточку. Может быть, тетрадь в клеточку еще и больше поможет. Потому что вы сможете ориентироваться в своем перспективном рисовании на клеточке. А эта перспектива — это аксонометрия, изометрия. Она характеризуется тем, что все линии параллельны друг другу. Все косые линии параллельны друг другу, все вертикальные линии параллельны друг другу. И понимая вот это, достаточно просто строить всю вот эту вот перспективу. Достаточно немножко попрактиковаться, и у вас все получится. Начинайте, например, как я. Стройте одну маленькую площадку и опускайте от нее направляющие вниз на равные расстояния. А там начинайте следующую площадку, и следующую, и следующую. И разные площадки соединяйте между собой лестницами. И это будет как такое упражнение, как фитнес для мозга, для тренировки перспективы, для развития вот этих навыков пространственного мышления. И даже если, может быть, сначала все получается, может быть, чуть-чуть не очень симпатично, не очень хорошо, но навык приходит с практикой. Я вот давно, например, не рисовал маркерами, линерами, ну, такими толстыми линерами, которые уже переходят практически в идею маркера. Он теряет свою чувствительность. Линер, вот он довольно чувствительная штука. Особенно виндзоровские, они прям крутые. И ими можно очень детально рисовать. Вот здесь линер уже практически приходящий маркер, и он довольно грубый. Но им все еще, там, с моей точки зрения, можно рисовать, но рисунок уже получается такой примитива. Я сознательно использую эту ситуацию с примитивным инструментом для того, чтобы примитивизировать свое рисование и оставить в нем только каркас, только основу, чтобы понять ее лучше, ну, соответственно, и передавать ее на своих курсах покачественней, пояснее, более примитивно, но более просто, ясно и эффективно. Вот о чем я думаю.
Плюс, конечно же, я думаю, что нужно скорее закончить рисунок и эту сушку радостно сожрать. Да. Я ее не оставлю в скетчбуке приклеенной. Я ее закончу рисунок и съем. Не только что мне в голову пришло, что это хорошее позитивное подкрепление. Да, так как я люблю шоколад, я очень люблю шоколад. В следующий раз я, наверное, буду класть туда или шоколадное печенье, или шоколад. И чем скорее, Эдо, ты закончишь скетч, тем ты скорее сожрешь шоколадку. Хорошая мотивация, как у собачки Павлова. И, в общем, вот это продолжает идею мультилингвы. Это когда есть универсальный язык. Скетчинг — это универсальный язык. На нем могут общаться там архитекторы, ландшафтные архитекторы, проектировщики, урбанисты и прочее. И сушка, она вносит в это безумие еще большую универсальность, потому что еду понимают все вне зависимости от профессиональной принадлежности. И сожрать сушку — это же, блин, по-настоящему ценность, да. В общем, если вы думали о том, когда бы начать историю со скетчингом, когда бы начать пробовать и все не решались, у меня предложение такое. Берите вкусняшку, ну, берите сушку, если есть сушка, берите печеньку, берите конфету, кладите ее на лист, и вот ваша точка отсчета, вокруг которой можно пробовать рисовать свою перспективную историю. И начинайте создавать маленький мир. Это может быть мир, там, состоящий из одного домика и маленького садика, описанного вокруг сушки. Или может развиваться в несколько уровней такого частички микрогорода, как у меня на рисунке. Он может подниматься в высокие замки и уходить в мрачные подземелья. В принципе, у меня на канале вы можете видеть много примеров таких перспективных сокращений, таких перспективных рисунков, особенно если отмотать вниз, там на год, полтора, ну там много видосов, конечно, да, но можно посмотреть, я много делал такой истории, и сейчас тоже постепенно возвращаюсь обратно, снова начинаю практиковать. И начинаю с таких примитивных ситуаций и сознательно беру для этого примитивные инструменты. Для того, чтобы сделать, не выезжать на декоре, чтобы перо не сильно помогало мне украсивизировать вот эту вот странную историю, а чтобы идти по хардкору. Такие тренировки. Мой workout. Я думаю, насколько можно будет прокачать эту историю с линером и маркером, чтобы она дошла, ну, по крайней мере, хотя бы приблизилась по визуальной эффектности, ну, хотя бы шла в ту же сторону, в то же направление, куда, например, двигается история с рисованием пером и тушью. Ну, догнать, я думаю, она не сможет этого никогда, потому что маркер рожден быть дешевым. Перо рождено быть дорогим инструментом, да. Но все-таки интересно, насколько я смогу ее протащить вперед. Я ориентируюсь в своем рисовании на такой тип, на такой стиль проектной графики, который, в общем, у меня сформировался на основе такой большой итальянской истории и большой европейской истории. Это история проектирования, представления проектов, участие в различных больших архитектурно-ландшафтных и урбанистических проектах и мероприятиях. И, собственно, из вот этой вот большой парадигмы сформировался мой стиль рисования, когда нужно очень быстро, просто, легко, эффектно, ясно, понятно сформировать визуальное представление какой-то идеи. И вот теперь последствия такой профессионального перекоса выражаются в том, что я рисую такие виды примитива, виды странные, которые неизвестно, несут ли какую-нибудь художественную ценность, или неизвестно, являются ли они там какими-то красивыми. Наверное, они не являются красивыми, но в этом не та ценность. Я не ставлю себе задачу делать красиво, хотя могу. Могу, можно посмотреть у меня на канале, можно посмотреть в Михайловском саду, висит карта моего пера. Но вот задача вот таких штук — это сделать привычным трехмерное мышление. Я очень много работаю в 3D и много делаю визуализации проектов, но все равно продолжаю вот эту вот историю ручной графики, потому что в ней основа, в ней глубочайшее понимание всех этих процессов, и именно она позволяет очень быстро
потрясающе быстро рождать новые формы и крутить эту всю историю в голове в трехмерности. Поэтому, если ваша профессиональная деятельность связана с 3D, ну а тем более там с представлением архитектурно-ландшафтных проектов, я думаю, нужно вот это вот делать регулярно, как зарядка. Вы проснулись, ну вот я, например, проснулся, выпил кофе, сделал скетч, все, свободен, можно идти дальше, делать то, что есть по плану. И обратите внимание, это не изощренная, не вырисованная картинка. Это максимально примитивная картинка. В ней есть просто понимание того, что есть домики, кубики, есть кружочки, деревья, есть пятнышки, окна и дверные проемы, и есть такие скосы, переходы, лестницы с одного уровня на другой. И в этом развлечение, в этом кайф, в этом фан. Это декомпозированная, очищенная от условностей, красивостей, просто такая простая элементарная мысль, которую может делать любой. Вы смотрите сериал, вы говорите по телефону или говорите непосредственно, сидите, ждете кого-нибудь, едете куда-нибудь, летите куда-нибудь и делаете скетч. Вот такое вот упражнение для мозга интересное. И этим вы не отвечаете на кем-то заданные вопросы. Этим вы формулируете ощущения и представления о своем мире, о том маленьком или большом пространстве, которое может рождаться у вас в голове, о объемно-пространственной комбинаторике, которая есть у вас сейчас под настроение, о тех идеях построения пространства, которые именно вот сейчас, именно под ваше настроение, именно под ваше текущее видение мира. Это безумно и кайфово и классно. Мочь, знать и уметь, как вырастить кусочек мира, которого нет сейчас в реальности. Но вот вы его рисуете, и он появляется, проявляется. Какой удивительный мир, какая удивительная жизнь. И такой способ развлечения, графического развлечения, очень подходит для концептуального проектирования. Когда ты создаешь идеи, делаешь быстрый набросок, быструю концепцию, быстро иллюстрируешь эту идею, объясняешь, подписываешь. И это помогает, научает ваш мозг перебирать массу вариантов, десятки вариантов за то время, за которое, например, в 3D вы едва ли осилили бы 1-2, да. В общем, вот, я надеюсь, вам понравилось. Такие развлечения по фану. Смотрите там внизу в плейлистах. У меня еще больше разных таких веселых штук, связанных с рисованием, быстрым рисунком, скетчингом и проектированием. И я там показываю, рассказываю, каким образом это все происходит. И немножко увеличиваю историю того, как связанную с моей историей проектирования, с моей историей поездок по миру. И я сделал еще один канал, там будет вообще лайв. Ну, кому интересно, какой у меня лайв. И там будут рассказы, например, про поездки зарубежные и про актуальные какие-то проекты, и вообще про всякое текущее безумие. Ну, может быть, кому-нибудь интересно. Я буду оставлять ссылочку внизу, так что смотрите, подписывайтесь. Это у меня более профессиональный канал. Ну, такой профессиональный про скетчинг, про быстрый рисунок, более концентрированная информация на этот счет. А информация, которая касается больше меня как персоны, и мои рассказы, там, мои приключения, вот вся эта история. А приключения, они такие, ну, как они тоже узко все связано с проектированием, все связано с поездками по миру и с участием в международных проектах или здесь, там, в больших проектах. Большей частью те, которые были раньше, потому что, ну, про актуальное, может быть, сейчас я не могу рассказывать, но могу рассказывать про то, что я делал раньше. И как путешествовал, где я путешествовал раньше. Это я обычно друзьям рассказываю. Ну вот на том канале я буду рассказывать в таких видеороликах. Поэтому ссылка будет внизу. Если интересно, то подписывайтесь. Меня зовут Эдуард Кичигин. И было приятно поделать такое безумие. Всем чао-чао. Пока.